Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Сегодня у нас осень, октябрь, и вместо свечек у нас свечки-тыковки. Посмотрите, как сегодня у нас уютно, тепло и светло. Сегодня мы с вами поговорим о такой насущной теме, которую все хотят узнать. Это пандемия, новая пандемия. Будет ли она, не будет ли, да? Похожа ли она будет на коронавирус 2020 года или нет? Узнаем сегодня на картах Таро Девиан Муна. Перед тем, как мы начнем, прошу поставить лайк, подписаться на мой канал. У меня также есть второй канал закрытый, это Бусти. Там я освещаю все эти темы, о которых нельзя говорить здесь. И там такие топовые расклады, которые YouTube здесь точно запретит. У меня также есть закрытый телеграм-чат, где мы общаемся с вами, мои дорогие подписчики, и вы можете сказать мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. С нами сегодня карта Девиан Мун, еще раз представлю их, да, именно по этой колоде у меня вышел недавно авторский курс, состоящий из 7 уроков по 40-50 минут каждый, где вы обучитесь не только практике, но не только теории, вернее, но и практики, да, и будете хорошо раскладывать именно на этих картах для своих клиентов, Первый вопрос, который я бы хотела задать сегодня, да, в нашей теме коронавируса, скажем так, да, давайте сначала вспомним, что такое коронавирус, да, коронавирус 2020 года, он вошел в историю мира как мощный вирус, забравший с собой, унесший жизни более 6 миллионов человек по всему земному шару. Сегодня мы узнаем, ожидает ли нас в ближайшем будущем нечто подобное. Первый вопрос, который я бы хотела задать картам, будет ли вообще новая волна пандемии? Давайте узнаем. Карты, здравствуйте, скажите мне, пожалуйста, будет ли новая волна пандемии, похожая на коронавирус 2020 года? Такая же мощная, такая же смертельная, да? Карта ваша упала, упала тройка мечей, и тройка мечей нам говорит о том, что, конечно, будет. Но это все наиграно, это все подстроено, это все не по-настоящему. Вируса на самом деле как такового не будет. Нас просто пронзят в самое сердце и заставят играть на собственных страхах. Вот это первое, о чем вы должны знать, дорогие мои, да? Как это было с коронавирусом, собственно, да? Будет ли новая волна пандемии во всем мире? Да, она будет подстроенная, созданная кем-то, да? Будет ли новая волна пандемии во всем мире? Карты падают. Я же говорю, это обман, да, обман. Нас хотят подстроить под себя, да, подстроить под себя. Карта троечка пентаклей. Люди куют из друг друга какие-то статуи, какие-то скульптуры. С одного человечка даже капает кровь, да, возможно, это будет смертельная, да, пандемия. Как раз об этом нам говорит эта карта. Для того, чтобы подстроить людей под себя, нужно создать что-то масштабное. Такое масштабное, как коронавирус 2020 года или как СВО, которое началось в феврале, да, ну, то есть вот что-то вот такое, что повернет людей в шок, скажем так, да, но это все обман, это все наиграно. Посмотрите, карта пятерка мечей, мы хотим вас обмануть, мы хотим уйти с поля боя не проигранными и не побежденными. Тройка мечей – это тоже наигранная карта, она такая, знаете, театральная, скажем так, да, это говорит о вирусе, который искусственно создали, или, возможно, даже не создали. Возможно, это играют на наших страхах, и просто страх очень хорошо влияет на людей и подстраивает нас под мировую элиту, под правительство, понимаете, нами очень легко управлять. Но отвечая на вопрос, будет ли пандемия, да, она будет. Я даже карт больше вытягивать здесь не буду в этом вопросе, да. Да, действительно, пандемия будет, ту, которую сочинили, ту, которую искусственно создали, вывели, специально для того, чтобы умертвить людей, да, либо просто придумали и играют на наших страхах, обманывают нас, понимаете. Но пандемия в любом случае будет, да, для того, чтобы нас подстроить под себя. Что-то же нужно сделать, да, чтобы людей под себя подстроить. А что это будет за пандемия? Кого она коснется в первую очередь? Кто в первую очередь попадет под раздачу, скажем так, да, если это можно так назвать? Что это будет за новая пандемия такая? Скажите нам, пожалуйста, карты, что это будет за новая пандемия, кого она коснется в первую очередь, кого новая пандемия коснется в первую очередь? Так, ну, в первую очередь, те люди, которые будут бояться, которые будут находиться в апатии, в депрессии, да, все люди, вот все эти люди
как я уже сказала, да, играют на наших страхах. Все те люди, которые будут находиться в апатии, карта четверочка, четверка кубков, да, карта пятерка жезлов, да, все те, кто боится, все те, кто пытается отбиться от этой болезни, да, все те, кто будет покупать какие-то препараты, делать какие-то вакцины, да, в первую очередь их это затронет, скажем так. Чем больше страха у человека, как я вам всегда говорю, делаю ли я обряды, раскладываю ли я вам карты лично, да, я вам всегда говорю, если вы чего-то боитесь, вы притягиваете это в свою жизнь. В первую очередь будет касаться тех, кто очень сильно боится, кто дрожит перед этой болезнью, да, вот сказали, и прям вот, ну, конечно, кто сразу пытается отбиться, туз мечей, да, я постою за свое здоровье, да, я вот вас всех, я эту болезнь, да, я тут самый главный, не болезнь, а я тут самый главный. А те, кто вообще не обращают на это внимание, там, я не знаю, кто не носит маски, кто не делает вакцину, те и не болеют, собственно говоря, да, вот я могу сказать по себе и по всем своим знакомым, кто не боялся коронавируса, те и не болели коронавирусом. Ну, то есть вот так вот это работает, дорогие мои, вот так. Кого в первую очередь коснется новая пандемия? Те, кто будет больше всего бояться, сражаться, переступать через себя каким-то образом. Переступать через себя – это, скорее всего, колоть вакцину, да, никому не нужную, как это делали со спутником и так далее и тому подобное, да. Да, по страшному суду тех коснется страшная карма, скажем так, да. Как бы это ни звучало, да, кто все свои эмоции прячет глубоко в себе, кто не может высказать своего собственного мнения, рыцарь кубков – это карта невысказанности, недосказанности, те, кто не имеет своего мнения. Рыцарь кубков здесь несет чашу любви, но он в броне, он не имеет своего мнения. И людей беззащитных, слабых, людей, которые больше всего обороняются, больше всего боятся, больше всего подвержены апатии и депрессии, скуке, тревожности, больше всего защищаются, переступают через самого себя и идут делать вакцину новую. Тех людей покарает Вселенная, скажем так, да, если это можно так назвать. Тех людей ждет страшный суд. Вот тех людей это больше всего коснется, да, что это будет за пандемия. Мы сейчас посмотрим еще, на что она будет влиять, эта пандемия, да, вот, допустим, коронавирус, он влиял на легкие, да, как-то с чем это будет связано? Это будет какая-то простуда, какой-то грипп или что это будет? В основном те люди, скажем так, да, будут иметь непосредственное дело с этой пандемией, если это можно так сказать, те, кто боится больше всего, защищается, трусит и не может выразить своих собственных чувств и эмоций. Да? Те, кто в основном под властью, те, кто в основном под правительством, не имеет критического мышления. Карта рыцарь кубков это нам доказывает. Третий вопрос. Все-таки хочу узнать... Давайте сначала узнаем, когда будет эта пандемия, да, потом хочу узнать, какие органы может затронуть эта пандемия, да, то есть вот легкие, допустим, было, да, у нас в коронавирусе, да, многие люди лежали под ИВЛ. Да, когда будет пандемия? Когда будет новая пандемия? Когда будет новая пандемия во всем мире? Говорю, пандемия во всем мире все-таки... Это затронет не только Россию, да, но и другие какие-то города, страны. Когда будет пандемия во всем мире, когда она к нам придет? Умеренность тогда, когда этого... интересно, как? Тогда, когда затихнет... Тогда, когда чуть стихнет смерть, скажем так, да, тут можно сказать, после одной волны чего-то страшного придет что-то новое страшное. То есть, когда закончится, скорее всего, смерть, когда закончится, что у нас сейчас самое страшное, да, это война на Украине, когда закончится смерть, и когда все выдохнут, когда будет умеренность, когда люди будут переливать из пустого в порожнее, грубо говоря, извините меня за выражение, ковыряться в носу и думать, что уже ничего не будет, вот когда смерть уйдет, когда придет умеренность, тогда придет... новая волна чего-то, да, вы заметили, как у нас волнами как-то пришел коронавирус, ушел коронавирус, пришло СВО, сейчас уйдет СВО, да, в любом случае рано или поздно война на Украине закончится, как я вам говорила, до конца 2024 года, помните, да, если кто смотрел мои расклады, и вот когда наступит умеренность, тогда придет то, чего все не ждали, все расслабятся, все булочки расслабятся, извините меня, да, и придут тяжелые времена. Десятка жезлов, ну вообще 10 это месяцы всегда, да, тут от 10 месяцев до года. Вот так вот я вам хочу сказать, да, то есть когда уйдет смерть, придет умеренность,
Десятка жезлов нам показывает, что наступят новые тяжелые времена, да, после того, как закончится СВО 10 месяцев, где-то примерно от 10 месяцев до года, скажем так. Какие органы человеческие затронет эта пандемия? Что это будет за пандемия? С чем она будет связана, эта пандемия? Да, что это будет за болезнь вообще, которая придет к нам? Что это будет за болезнь? Что это будет за пандемия? Какие органы, возможно, человеческие она затронет? Что это будет за пандемия такая? Что это будет за болезнь? Что это будет за пандемия? Какие органы она затронет? Что это будет за болезнь? Затронет. Опять притворство, карта обмана, да не будет никакой болезни, друзья мои, это все на вашем страхе, на ваших эмоциях, ничего затрагивать никто не будет. Вот те же самые легкие, да, коронавирус это вообще была не болезнь. Здесь, понимаете, здесь карты говорят, ну что вы верите тем, кто сидит на верхушке. Не поддавайтесь страху, вас дурят. Паш кубков, карта мимикрии. Мимикрируют под вас, под нормальных людей. Говорят, что хотят вам помочь, но на самом деле хотят насолить, хотят поиграть вами. Насколько вы испугаетесь, скажем так. Насколько вам будет страшно в этой игре, да? И выживет сильнейший, я говорю, выживет сильнейший, выходит король мечей. Понимаете, о чем речь, да? Я говорю, как выживет сильнейший, выходит король мечей. И те, кто не боится элиты, те, кто не верит всем этим вот россказням с голубого зомбоящика, да, те не будут болеть, и ничего не затрагивает. Эта пандемия, даже вытягивать больше в этом вопросе карты не буду. Нет болезни, она не существует, даже не искусственно выведена, а придумана в голове. В голове придумана, понимаете, о чем речь? Ни в коем случае нельзя бояться. Кто в основном боится? В основном это дети, которые уже что-то понимают, да, подростки. Мамы этих детей, да, в основном больше всего боятся за жизнь своих детей. Это пожилые люди, да, помните, сколько в коронавирус ходило пожилых людей, у меня даже муж сейчас чихнул, сколько ходило пожилых людей в масках вот в этих, да, во всем. Помогут эти маски? Ну, как вы думаете? Ну, если будет какая-то болезнь такая, ну поможет тряпочка от болезни? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы тоже так думаете. Надеюсь, по крайней мере, да? Про вакцину, да, вопрос. Будет ли вакцина от данной пандемии? Стоит ли ее делать? Ну, стоит ли ее делать? Вопрос, конечно, просто риторический, да? Будет ли вакцина от данной пандемии, от данного вируса, да? Будет ли вакцина от данного вируса? В связи с которым объявят пандемию. Вот так вот лучше, да? Будет ли вакцина от данного вируса несуществующего? Будет ли вакцина от данного несуществующего вируса, в связи с которой объявят пандемию по всему миру, да? Стоит ли ее делать? Будет ли вакцина от данного вируса, в связи с которым объявят пандемию? Будет ли вакцина? Конечно, будет, да? Будет вакцина, мечи, да, здесь мечи, ножи, вакцина, укольчики, да, 8 мечей, которые будут бояться люди очень, боюсь, но все равно иду, а что мне делать? Мне ни дома нехорошо, ни на улице нехорошо, я и так боюсь, но если уж я боюсь, я пойду и уколюсь, хочется сказать, да? Да, вакцина будет. Да, вакцина будет, а делать-то нечего, а что делать? Вот многие так вот, да, и вот в коронавирус тоже так было. Ну, я не говорю многие, да, я говорю, что основная масса, имеющая критическое мышление, она, слава богу, не ходила, не делала, да, эту вакцину. Но я хочу вот сказать, у меня знакомый сделал, у него сразу открылся сахарный диабет, которого у него в течение 35 лет его жизни не было. А тут вдруг бац и появилась, понимаете, после того, как он укололся этой вакциной. Ну, я про коронавирус имею в виду, да, будет. И люди, ну, а что делать? Что воля, что неволя, все равно, да. Ну да, заставят. Не хочешь, добровольно заставим. Я не имею своего мнения. Опять, да, стоит ли ее делать, вытягиваю. Тут карты говорят не то, что не стоит. Тут просто люди сами пойдут, сами побегут. Настолько люди испугаются, настолько людям станет страшно. Ну а что, вот мне не дома,
не на улице, да, вот какие-то запреты, видимо, будут связаны. Если не сделаешь вакцину, мы тебе вот запретим, там, я не знаю, грубо говоря, это я так грубо очень утрирую, по улице ходить запретим, да. Ну а что делать? Вот я человек подневольный, я не могу выражать свои собственные чувства, эмоции. Если я не пойду, значит, меня заставят по пятерке жезлов, да, значит, приведут, конечно. А что мне отбиваться теперь от них? Одни и те же карты выходят. Вот опять, да, людей, которые боятся. Вы заметили, что люди, которые идут делать вакцину, они боятся больше всего, и чаще всего они же и болеют. И даже были случаи, когда коронавирус был, люди делали вакцину, они все равно болели. И я лично знаю эти примеры, понимаете? Я не просто так придумываю, здесь стою. Ну, конечно, силом заставим, если ты не пойдешь. Люди испугаются и пойдут. В большинстве своем люди пойдут делать эту вакцину. Стоит ли или не стоит? Конечно, не стоит. Нет никакого и не будет никакого вируса. Это все придумано. Но дело в том, что люди пойдут, потому что боятся. Понимаете? Вот в чем дело. Стоит ли ее делать? Нет, не стоит. Если не делать вакцину от новой пандемии, как тогда уберечь себя? Я даже не буду задавать этот вопрос, потому что уберечь себя можно только здравым умом, разумом, да, своим пониманием того, что не существует никакого нового вируса. Это просто придумывают новые способы избавиться от человечества. Человек может умереть даже от чувства собственного страха. Вы понимаете, что есть такой синдром, даже психологически, я бы сказала, гипергивенция легких, когда человек умирает от того, что забывает, как дышать. Забывает, как дышать и умирает, понимаете, от страха, от панической атаки. И вот здесь та же самая паническая атака. И люди, скорее всего, в большинстве своем от коронавируса умирали все-таки больше даже от панической какой-то атаки, от того, что якобы у них легкие наполняются жидкостью. Но это неправда, понимаете? Как-то так. Это новая пандемия, откуда она, кто ее искусственно вывезет? Ее искусственно никто не вывезет, но кто это придумает, да? Какая страна это придумает? Давайте посмотрим. Какая-то страна это придумает, или это все-таки мировая элита, там нет какой-то определенной страны, там люди из разных стран, да, я так понимаю. Кто придумает этот новый вирус, скажем так, да? Его искусственно никто выводить не будет, как я уже сказала, этого вируса не существует, не будет существовать, его просто придумают. Ну, чья это будет идея вообще, да? Чья это будет идея снова организовать пандемию по всему миру, скажем так? Чья это будет идея? Ну, давайте так, это будет идея России, Великобритании, Америки, Китая или мировой элиты? Россия? Нет. Великобритания? Нет. Америка? Да. Америка, Китай, мировая элита. Мировая элита, мы здесь вообще ни при чем. Такое ощущение, что мы тут просто сверху смотрим. Мы же самые умные. Вот посмотрите на нас. Шахматная доска. Шахматная доска еще говорит о причастности к масонам, к сатанистам, да, и мы тут самые умные. Те, кто играет в шахматы, тот играет в жизнь, собственно говоря, да, и Верховная Жрица говорит о том, что мировая элита просто смотрит, как их подданные, другие страны, скажем так, да, придумывают новую версию пандемии, новую версию вируса. Россия в данном случае не будет участвовать в процессе, она просто будет смотреть и защищаться, скажем так, да, защищаться от нападок людей, ну и люди, собственно говоря, будут защищаться от нового вируса, да, Великобритания в этот раз тоже будет умеренно как-то держаться от всего от этого, в основном это будет делать Америка и Китай. Но данная пандемия не будет такой успешной, как коронавирус, хочу сказать, да, туз жезлов – это новое начинание, не заканчивающееся успехом. Не удастся подстроить под себя так людей, как подстроили под себя людей в коронавирус 2020 года. Люди уже научные, обученные горьким опытом, так сказать, да, и люди будут по-другому относиться к новой пандемии. Но многие люди побегут делать вакцины, да. Мировая элита, мы вообще ни при чем. Вот это самое интересное, да, Верховная Жрица. Мы вообще тут ни при чем. Мы тут сверху посмотрим, как вы тут будете играть. Мы же самые умные. Мы не делаем, мы просто смотрим. Мы просто смотрим, как наши подчиненные обороняются от людей, скажем так. Такая вот история. А вообще, есть ли сейчас какие-нибудь реальные вирусы, которые запускают в массы? Давайте посмотрим. Есть ли какие-то действительно реальные вирусы, от которых можно заболеть, да, которые запускают в массы, в народ? И делает это верхушка, конечно же, да, если сейчас какие-либо вирусы, вот прямо сейчас, на данный момент времени, сейчас октябрь 2023 года, и если сейчас какие-либо вирусы
которые мировое правительство запускает в массы для того, чтобы народ болел. Вот все по кругу, да, все стандартно. Это делали постоянно, это делали и делают. Десятка, колесо фортуны, да, люди любят фатализм, карта фаталити, люди любят, как бы это ни звучало, безысходность бытия, скажем так, ну вот, значит, так Бог велел, да, вот, значит, вот так мне и надо, если я заболела, люди в основном вот такие, очень, простите меня за выражение, воцерквленные, ходят в церковь, замаливают там свои грехи, думают о том, что молитвы помогут им поднять, там, я не знаю, родных людей, которые болеют раком и так далее и тому подобное. И поэтому правительство мировое играет с нами, с людьми, да, играют вот этими вирусами. Вот как было раньше, так и будет оно всегда. Запускают ли какие-то вирусы сейчас массы? Да постоянно это делают всю нашу жизнь. Это не прекращает, нам не прекращает манипулировать, понимаете? Вот нами, как вот король и королева здесь, да, за ниточки их тянут, за ниточки их водят. Карта Луна еще говорит о том, что выше правительства есть, конечно же, кто-то. Выше правительства — это какие-то сверхлюди или даже не люди, мировое правительство, которое нашим правительством, которое мы видим с экрана телевизора, манипулируют, потому что здесь манипулируют именно конкретно королем и королевой. Король, королева кто у нас? Это наше правительство, да, на которое мы смотрим, и кто-то даже поклоняется этому правительству, да, взять того же самого Путина и остальных объектов, скажем так, Российской Федерации. Вот, и это делают постоянно, нами постоянно манипулируют, да, постоянно мы находимся как безвольные, без рук, да, человек без рук, человек безвольный. Девятка еще говорит о том, что мы стагнируем или деградируем, наоборот, находясь под властью у тех, кто нами управляет. Эти вирусы постоянно запускают в массы, каждый день изо дня, да. Как это делают, каким образом это делают, да, у меня был вопрос, каким образом запускают эти вирусы, давайте посмотрим, каким образом. Каждый день мировое правительство запускает новые вирусы в массы для того, чтобы люди болели, да, люди же не просто так болеют, постоянно чихают, кашляют, я не знаю, да. Это не только из-за того, что микробы вокруг, ну это бред. Каким образом мировое правительство запускает вирусы в массы, да, которые вот ежедневно запускают? Каким образом мировое правительство запускает... Опять мировое правительство здесь ни при чем. Это не мировое правительство прям отнекивается от этого, да. Вот это не мы делаем, это делаем не мы, это делают наши подданные. Да, мы вот тут сидим спокойно и смотрим, да. Угу. Подстраиваем вас тут под себя, скажем так, да. Тут такое ощущение, что вот очень много вот кубки, да, вода здесь, очень много через воду, может даже через воздух, да, тут жезлов. Ну да, королева мечей воздушная, да, через воду или через воздух. То есть вот через какие-то такие, через питье, то, что постоянно, да, то, что люди постоянно пьют, это вода, да, вода, воздух, просто на улице даже мы с вами стоим, может быть, как-то вот по воздуху запускают эти все дела. Каким образом это делают, у мирового правительства мы здесь ни при чем, мы просто смотрим. Все делают наши подданные, все делают правительство. Не мировое правительство, а правительство, которое на нас работает, а мы на все это смотрим, да. То как-то вот кубки через воду, как-то через воду, через воздух как-то, да, запускают. Каждый раз рождаем новые идеи. Как же вас, людей, подстроить под себя? Как же заставить вас работать на нас, работать на аптеку и так далее и тому подобное, да, потому что аптека же должна как-то богатеть. Как вы знаете, в аптеке очень такие дорогие стали лекарства в последнее время, да, если вы обратили внимание. Будет ли, говорим опять про пандемию, да, про новую, будут ли вводить ограничения в новую пандемию, вот, которая будет, да? Как это делали при коронавирусе, да? Как это делали? Там маски какие-то, да, непонятные, странные, которые не помогают вообще. Это мы не выходим из дома там, да, какое-то определенное время, не можем посетить какое-то определенное место. Будут ли вот эти ограничения, да, закроют ли кафе, там, театры и так далее? Будут ли вводить ограничения в новую пандемию, как это делали при коронавирусе? Будут ли вводить ограничения в новую пандемию, как это делали при коронавирусе? Будут ли вводить ограничения в новую пандемию, как это делали при коронавирусе? Ну да, сиди дома, не гуляй, да? Опять эта карта выходит. Мне сегодня, заметьте, вот сколько не мешаешь карты, да? Каждый определенный расклад, вытягиваю определенные карты, они повторяются.
какие-то вот карты повторяются в один расклад, другие карты повторяются в другой расклад. Это что значит? Это значит то, что правильной дорогой мы с вами идем, товарищи, хочется сказать. Четверка кубков говорит о том, что да, сиди дома, далеко не ходи. То есть ограничения домашнего характера все-таки будут. Да, иначе мы вас тут побьем, иначе мы вас тут закроем где-нибудь, да, но это я так образно говорю, конечно, да, утрирую. Пятерка жезлов, строгие какие-то порядки ведут, сидеть дома, возможно, после какого-то определенного времени не выходить из дома, да, не знаю, но ограничения в любом случае будут. Будут такие же, как были при коронавирусе, может быть, даже жестче по королеве жезлов. Королева жезлов, карта войны, карта макиавиализма, да, узурпаторства какого-то, да. Полноправие правительства, скажем так, да? Да, ограничения будут даже жестче, чем при коронавирусе. Сколько будет длиться данная пандемия? Сколько будет длиться новая пандемия? Сколько будет длиться новая пандемия? По времени, сколько будет. Вот эта карта, она сегодня вообще просто постоянно выходит. Такого не бывает у меня обычно, чтобы вот, ну, выходила раз 5-6, да, она выходит прям постоянно. Сколько будет длиться данная пандемия? Достаточно долго. Пентакли у нас карта долгая. Сейчас я вытяну еще 2 карты. Пока не начнется что-то новое. Пока не начнется, что туз жезлов новые начинания, которые не заканчиваются успехом, как обычно, да, пока что-то новое не начнется, пока люди не окунутся в какую-то новую проблему, обиженная королева мечей, пока не прольется какая-то новая кровь, опять что-то будет, опять, возможно, какая-то война будет, какая-то потасовка, еще что-то. Вот пока что-то новое не начнется, будет продолжаться. Но тут вообще она будет продолжаться и возвращаться. Продолжаться и возвращаться. Вот тут от года до 3 лет вообще, да. Но она будет, конечно, периодически там появляться, уходить, вот как коронавирус сейчас ходит у нас, вот точно так же, да, но 1 год по тузу жезлов, она точно будет существовать и прямо так закрепится, скажем так, да, пока не побьет основную массу людей. А им это очень-очень нужно, очень важно, пока не начнутся какие-то новые события вселенского масштаба, скажем так, да, какая-то война, будет продолжаться, соответственно, новая пандемия. Друзья мои, это были все вопросы сегодня по новой пандемии. Если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте, пожалуйста. Можем сделать вторую часть. В любом случае, когда начнется пандемия, она точно начнется, да, потому что у нас ничего в жизни и в России не бывает просто так, да, в России в данном случае мы живем с вами все в России, те, кто смотрит меня в основном. Поэтому задавайте вопросы, сделаем эти вопросы в новом раскладе про пандемию, часть 2, часть 3, возможно, будет, да, друзья мои, я вас очень люблю, до новых встреч, приходите на мои каналы, на закрытый канал, и всего вам доброго.